Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира шоу-бизнеса и последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Организация по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым в результате недавнего опроса уверенно занимает первое место по степени уважения и доверия среди российского населения. И это не случайный факт, ведь все сотрудники антикоррупционного комитета – это известные советские и российские артисты почтенного возраста, люди старой советской закалки, которые не торгуют своей совестью и работают с полной отдачей сил. Однако, несмотря на то, что команду Никиты Михалкова на данный момент курируют высокие должностные лица, такие как товарищ Бастрыкин и министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов, на членов антикоррупционного комитета продолжаются нападения и покушения. Достаточно вспомнить, что только за последний год пострадали такие известные артисты, члены комитета, как Вячеслав Добрынин, Лев Лещенко, Ирина Муравьева, Вячеслав Малежик, Анна Михалкова, Константин Хабенский и многие другие. К сожалению, трагические события продолжают повторяться, и чрезвычайное событие, произошедшее вчера вечером, яркий тому пример. Накануне члены антикоррупционного комитета Вячеслав Малежик, Юрий Антонов, Вячеслав Добрынин и Никита Малинин производили антикоррупционную проверку в офисе известной певицы Любови Успенской. В продовольственном бизнесе певицы Любови Успенской были обнаружены грубейшие правонарушения, однако самой артистки не оказалось в офисе. Тогда члены антикоррупционного комитета напрямую направились в особняк известной певицы. Однако появление членов антикоррупционного комитета в доме Любови Успенской спровоцировало колоссальный конфликт. Любовь Залмановна, у которой есть давно большие проблемы с алкоголем, отмечала праздник среди друзей и крайне негативно среагировала на появление сотрудников организации. 70-летняя артистка сначала спустила бойцовских собак на членов антикоррупционного комитета, а затем к делу подключились ее друзья-мужчины. Вячеслав Добрынин и Юрий Антонов в связи с почтенным возрастом не смогли дать достойный отпор охране, и тогда в дело вмешался отважный молодой человек Никита Малинин. Отважный парень и герой спецоперации Никита Александрович Малинин смог обезоружить двух охранников певицы, однако сам получил два подлых удара ножом от Любови Успенской, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Охранники, друзья и сама Любовь Успенская были задержаны полицией и доставлены в участок. Сам Никита Александрович на данный момент находится в тяжелом состоянии. Зрители с большим стажем могут помнить, что Никита Александрович Малинин – это единственный представитель российского шоу-бизнеса, который участвовал в спецоперации. Не просто участвовал, а совершил настоящий подвиг. Он спас своих товарищей, однако потерял правую ногу. Однако благодаря своевременной медицинской помощи и удачным протезам Никита Малинин смог вернуться к нормальной жизни и на данный момент практически не отличается от других людей. К слову сказать, для Любови Залмановны Успенской это не первый криминальный скандал. 2 года назад известная певица получила условный срок 1,5 года за жестокое обращение с животными. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Сотрудники антикоррупционного комитета во главе с Никитой Михалковым, Александром Домогаровым и Андреем Белоусовым приняли чрезвычайное решение. В связи с опаснейшей ситуацией в городе Сочи сотрудники антикоррупционного комитета на целый месяц переезжают в данный населенный пункт, чтобы провести тщательную антикоррупционную проверку. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает трагические новости из мира шоу-бизнеса. Сегодня утром в Москве сын известной советской певицы Валентины Толкуновой Николай Прапоров попал в тяжелейшее ДТП.
На данный момент молодой человек находится в реанимации. Сотрудники антикоррупционного комитета арестовали музыкального директора певицы Кристины Орбакайте по причине того, что музыкальный директор без согласования с властями попытался устроить музыкальное выступление Кристины Орбакайте на территории Российской Федерации. Команда Никиты Михалкова в связи с чрезвычайной ситуацией объявляет очередной набор сотрудников охраны в свою организацию. Сотрудниками охраны команды Никиты Михалкова могут стать крепкие мужчины в возрасте от 25 до 40 лет. Служба в армии обязательна. Участие в СВО приветствуется. Сегодня день рождения у известного советского и российского актера Сергея Маковецкого. Сергею Маковецкому исполняется 65 лет. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.